все еще. Культ аниме. Всем привет, дорогие друзья! Вот и вышли первые спойлеры 72 главы манги Боруто. Как давно мы ждали эту главу? Целых 2 месяца. Я уже и начал забывать, что эта манга существует, как тут Кишимото сделал для нас годноту. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. На обложке этой главы будет никто другой, как лорд Мамашики. Видимо, этот Оцуцуки будет преследовать нас до конца манги, как путеводитель для Боруто. Глава называется «Маленький и удобный», а почему она так называется, рассмотрим дальше. 72 глава начинается с того, что Амада собирает в поход Эйду и Деймона, а также звонит Шикамару, чтобы отчитаться о своих действиях. И вы только посмотрите, как сексуально в этом наряде смотрится Эйда. Да и в целом они с братом очень милая семейка. Дальше события перекидываются в дом Боруто, где младший Узумаки говорит со своей мамой. Хината уже вроде бы взрослая женщина, но ее характер все такой же добрый, как и раньше. Хината переживает за своего сына и плачет, но Боруто успокаивает свою мать и дает обещание, что независимо от событий, он всегда к ней вернется. Хината с улыбкой на лице вытирает слезы. Надо сказать, что она ни капельки не постарела и такая же красивая. После того, как Боруто выходит во двор, ему на глаза опять появляется Мамашики и повторяет, что только отчаяние ждет его в будущем и что Боруто не контролирует свою судьбу. На что Боруто отвечает: «Это же просто шутка, да? Мое будущее решать только мне». Под этими постоянными словами Мамашики на протяжении всей манги автор явно намекает на печальную судьбу Боруто и множество препятствий, которые ждут его на пути. Возможно, даже Боруто придется пройти потерю своих близких, но нужно понимать, так или иначе, это ждет буквально каждого героя сёнэна, поэтому в этом нет ничего удивительного. Более того, Мамашики, вероятно, будет для Боруто проводником в мир Оцуцуки. Именно Мамашики поведает Боруто множество секретов. Кстати, вот таким образом для Мисуки и Сарады выглядит Боруто со стороны. Впечатление такое, как будто бы в него вселился дьявол, после чего Боруто куда-то прыгает, а вот куда остается только гадать. Но самое интересное идет дальше. Кода вместе с Багом, как я и предполагал, отправляется к Десятихвостому. Я, если честно, думал, что Кода просто поглотит его силу, но Кода сделал нечто более интересное. С помощью своих ремней, которые, видимо, имеют обилки, о которых мы еще не знаем, Кода разделил силу Десятихвостого на множество необычных однохвостых существ, очень напоминающих чужого. Более того, Кода замешал к ним свою чакру и сделал так, что они частично покрыты его ремнями. Именно благодаря этому Кода может перемещаться к каждому из этих существ мгновенно или перемещать через них и часть своего тела. Например, вот на этом скане Кода может наблюдать за происходящим через такого монстра. Вообще, когда я впервые их увидел, у меня сразу пришла ассоциация с Зетсу. Но что-то мне подсказывает, что эти существа куда более сильные. Видимо, Кода начнет собирать армию для того, чтобы уничтожить Каноху. Что еще интересно, так это то, что Кода второй персонаж после Хагаромы, который сумел создать новые живые организмы из Десятихвостого. То есть уровень контроля чакры Кода ничем не уступает тому же Мудрецу Шести Путей. Это говорит также и о том, что в целом уровень силы в Боруто сейчас очень высокий. Смею предположить, что сила одного такого существа будет примерно на уровне со второй формой Джинчурики Биджу. И если у Кода будет таких хотя бы до сотни, это будет очень сильная армия, справиться с которой будет очень непростой задачей. А если еще и учитывать, что Кода может телепортироваться через любого из них, так это еще больше увеличивает его потенциальную угрозу. А если еще и сами эти существа смогут перемещаться сквозь царапины, это и вовсе сделает армию Кода очень могущественной, намного более сильной, нежели та, которая была из слабеньких Зетсу. Еще одна интересная мысль насчет этих существ пришла мне в голову немного позже. А что если каждый из них, как маленький Десятихвостый, который по своим умениям также может поглощать природную энергию и становиться сильнее? Если так будет, то армия Кода в потенциале может стать слишком огромной и слишком сильной, а Кода может и вовсе стать прародителем новой расы. Например, эти существа также могут поглощать природную энергию и делиться ею с Кода.
Еще у меня есть одна очень невероятная теория в голове, я сомневаюсь, что она сбудется, но послушать будет для вас интересно. А что если все-таки Кода уничтожит Землю, а Боруто вместе с Каваки перенесутся назад во времени? И окажется так, что Кода именно тот самый прародитель Оцусуки, а вот эти хвостатые существа – это первые Оцусуки в истории. Вот вам и получится отсылка к колесу сансары. Ну, здесь, правда, стоит уточнить, что все-таки это фантазия бешеного культа аниме. Сомневаюсь, что Кишимото в этом плане может со мной сравниться. Ну а в целом, как вы понимаете, потенциал угрозы от Кода в будущем может быть очень и очень огромный. Ну а с вами был Культ Аниме. В комментариях пишите ваше мнение насчет этих спойлеров и до скорых встреч в новых видео. Всем пока!